Любителям носить спортивки и перерождаться привет, а остальным мой любимый тайтл – Резера. Пересказ с разной инфой и приколами, так что поставь лайк и дай знать, стоит ли делать видос по второму сезону. Тайтл стартует с демонстрации нашего героя по имени Нацуки Субару. Думаю, его образ жизни вам близок, ведь парниша часто выходит за бесполезным дошиком и не менее вредными чипсами. ГГ живет с родителями, все бы ничего, но каждое утро начинается с гачимучи. Благо Нацуки качается и может дать старому отпор. У Субару реальные проблемы с кукухой. Молодой не ходит в школу уже продолжительное время, что странно, учитывая, какой любовью и заботой он окружен. Очевидно, проблема не в опекунах, а исключительно в тараканах Нацуки. С самого детства у героя ничего не получалось, и тогда он решил напялить маску клоуна, дабы люди не обращали внимания на его жизненные неудачи. Тут как с моими видео, в теории классно, а на деле не смешно. Из-за своей гиперактивности и плоских шуток, Субару получил репутацию странного парня. Как итог, с ним никто не хотел водиться. Осознав свою никчемность, герой замкнулся в себе и забил на уроки. К счастью, после покупки чипсов жизнь Субару кардинально изменилась. Он моргнул и попал в другой мир с 3D-фуриями и динозаврами вместо лошадей. Нацуки решил разведать что, где, когда, но какое его постигло разочарование. Ведь красавицы, призвавшей его в этот мир, на горизонте не видно. А Субарик, как был лохом, так и остался. Его далекая пеша кончается в канаве с гопниками. Герой все еще верит, что новый мир, помимо разочарований, наградил его силой. И потому наш Амешка пытается поломать шпану. И дела шли неплохо, пока один из кентов не достал ножи. Испугавшись, Субару стал молить о пощаде. Как вдруг крики прервала маленькая девочка. Пожелала удачи бандитам и двинула по своим делам. По ее следу идет беловолосая эльфийка, по совместительству заклинательница духов. Милого компаньона госпожи зовут Пак. Девушка спрашивает у бандитов, не видели ли они ее украденную эмблему. Те говорят, что нет. К сожалению, честность не спасла их от расправы. Мадама вылечила раны героя, дабы задать пару вопросов. Эмблему видел? Нет. Идиот! Нацуки оценил заботу незнакомки и решил помочь ей в поисках. Та поначалу ломалась, но после железной аргументации от Пака на тему пушечного мяса все же согласилась. Спустя минуту экранного времени персонажи решили познакомиться. Эльфийку зовут Сателла, что, кстати, неправда, но об этом позже. Ребятки продолжают поиски, и их внимание падает на маленькую девочку, которая, судя по всему, потерялась. Молодожены решают найти ее маму, так как бросать детей на улице – дурной тон. Благо их попытки увенчались успехом. Герой раздосадован неудачей в деле о пропаже эмблемы, но Субару кис недолго и уже придумал новый план. Для начала нужно отправиться на место пропажи. Ребятки вмиг очутились у магазина фруктов. Благо спасенная девочка оказалась дочкой продавца, и тот с радостью согласился помочь героям. Торгаш сказал, что мутные дела мутятся в трущобах, ну и молодожены двинули обкашливать вопросики. В итоге чипсы пришли к старой хижине, внутри которой чилил мертвый хозяин. От такого шок-контента Нацуки тоже отчаливает в мир иной, прихватив с собой Сателлу. Кто их порезал? Непонятно. О, смотрите, куда нашего героя завели приключения. А ведь он мог, чилить дома и... играть в Ханкай Импакт! Возможно, вы знакомы с этим чудом геймдева. В свежей анимации «Неугасаемое пламя» химика завершила свой последний урок, когда Киана унаследовала ее волю и превратилась в дитё пламени. Она стала настоящей валькирией и примирилась со своим вторым «я», чтобы дальше сражаться за все прекрасное в этом мире. Зацените новый боевой костюм Кианы. Ее зрачки напоминают о королевской сущности. Прошу обратить внимание на красно-белую накидку, волосы, собранные в высокий хвост и великолепные движения. В отличие от других королев, у Кианы есть возможность сражаться в воздухе, используя свое оружие и маневры для уклонения. Героиня в режиме королевы выглядит крайне эффектно, ведь использует огненный двуручный меч, оставляющий пламенный след после каждого удара. Вместе с обликом в игре появилась новая активность – Elysian Realm, стилизованная под роуглайк. В ней участвуют 8 охотников за пламенем, которые обладают уникальными способностями, меняющими поведение валькирии в битвах. С каждым из них игроки смогут взаимодействовать. Помимо геймплея изменений, игроку откроются фрагменты из истории выбранного охотника. За участие в событии вы получите множество кристаллов и дополнительных материалов. А пока лето еще не кончилось, успейте поучаствовать в новых ивентах. И не забудьте заглянуть в последнее обновление базового гардероба, где вас ждут модные луки на любой вкус. Приоденьте Киану в новый боевой костюм «Морской бриз». Также не обделите вниманием стигийский морской костюм. Вариация обмундирования Зели Велерай под названием «Стигийская нимфа». Ну и конечно, костюм Фухуа.
о лето, в ее королевском обличии. Если вы будете проявлять игровую активность на протяжении 7 дней, то получите костюм Божественная молитва, также Валькирию по имени Глория и стигму ивента. Скачивайте игру сейчас, чтобы обменять подарочный код на 30 кристаллов, 2888 астеритов и пробную карту королевы. На удивление, Субару не умер. Он решил разобраться, что же произошло, и несмотря ни на что, помочь Сателле, а потом двинул к той хижине. Пацанчик-то реально офигел. Он не понял, что переродился на контрольной точке, потому что и дед живой, и чипсы целы. Скупщика зовут Ром. Старый согласился сотрудничать после подкормки. Сказал дожидаться Фельд. Она, кстати, та самая девочка из переулка. Вместо денег Нацуки предлагает свой телефон, сказав, что это магический артефакт, способный останавливать время. Подобные штуки высоко ценятся в этом мире. И казалось бы, закладывай мобилу, да и иди счастливый. Но есть нюанс. Заказчик. Точнее, заказчица. Милая дама с большим кошельком. Субару сегодня везет, и лот уходит ему. Ведь артефакт явно стоит больше. Красотка по имени Эльза решает поинтересоваться, зачем же ему такая безделушка. Молодой ответил, что хочет вернуть вещицу хозяйке. Базар, как выяснилось, гнилой. И мадама устроила резню. Нацуки умер и вновь воскрес по всем заветам одного парня. Помимо прочего, Субару увидел Сателлу и подошел, дабы отчитаться, на что получил грубый ответ. Ведь посмел произнести имя грязной ведьмы. Ну а дальше идет еще несколько траев, в ходе которых Нацуки понял, что может перерождаться после смерти. Также наш Олух познакомился с ультракрутым челом, рыцарем по имени Рейнхард. Несмотря на попытки Субару уберечь эльфийку от расправы, она пришла в притон. К счастью, раньше Эльзы. После небольшой словесной перепалки, Нацуки удается заверить объект обожания в том, что он на ее стороне. За все это время Субару успел проникнуться чувствами к Сателле. Дальнейшие разборки прерывает Эльза, попытавшаяся пырнуть эльфийку. Начинается натуральная резня. Благо у Пака получилось ранить Эльзу до того, как у него кончилась мана. Также из строя выходит Ром. Нацуки остается только одно – сражаться. Но и дабы выжил хоть кто-то, герой говорит Фельд, чтобы та бежала. Наш бомж в спортивках неплохо орудует дубиной. И вообще, как можно проиграть, когда тебе помогает такая милашка? Все, веселье портит Рейнхард, которого позвала Фельд. Парень он серьезный, так что церемониться не стал. Подождал, пока няшка дохилит деда и ультанул. Субару показалось, что от Эльзы и мокрого места не осталось, что, кстати, неправда. Нацуки говорит своей спутнице, мол, она должна за спасение. У дамы условие одно – не требовать сверхмеры. Нашего героя все это время мучил вопрос, как же на самом деле зовут беловолосое счастье? Эмилия. Милости прерывает Эльза своей попыткой поделить эльфийку на 0. Благо Нацуки заблокировал удар дубиной. А нет, не заблокировал. Пока Субару валялся в луже крови, Фельд мило беседовала с Эмилией. Даже извинилась. Стоило ей попытаться вернуть эмблему, как Рейнхард триггернулся. Ведь камень внутри начал светиться. А это значит одно. В жилах девочки течет королевская кровь. Субару очухивается в каком-то поместье. Жив, цел, большой шлепа. Герой отправляется на поиски выхода и случайно натыкается на маленькую девочку, которая отправляет Аиша в нокаут. Ведь негоже без церемонов вторгаться к даме. На следующее утро Нацуки слышит голос фан-сервиса. А если быть точным, то двух близняшек горничных. Рам и Рэм. Запомните, Рэм синяя, Рам красная. Серия посвящена знакомству с местными обитателями и обустройству на новом месте. Поэтому сейчас небольшой экскурс. Челбус похожий на клоуна. Розвелл. Владелец поместья. И вообще, маг, красавец, филантроп, плейбой, сын маминой подруги. Также он заботится о Рэм и Рам. Молодой, высоко ценит их труд. Девочку в фиолетовом зовут Беатрис. Она дух, такая же, как и Пак. В ее обязанности входит охрана запретной библиотеки господина Розвелла. Еще она владеет пространственной магией, из-за чего Бетти трудно найти, ведь дверь в книжный обитель постоянно перемещается. И только главный герой, о чудо, всегда угадывает, где она находится. Вернемся к нашим баранам. Субару говорит с владельцем поместья. Розвелл благодарен за то, что Нацуки помог найти эмблему, ведь без нее нашу эльфийку не допустили бы до выборов. Ведь Эмилия – одна из кандидаток на королевский трон. Клоун говорит Субару, мол, можешь пожелать, что хочешь, я все сделаю. У нашего овоща одна просьба, причем забавная до одури. Он хочет работать в этом поместье. Розвелл свое слово сдержал, но есть загвоздка. Нацуки абсолютно бесполезен. После тяжелого рабочего дня Субару разговорился с Эмилией. Настолько, что пригласил ее на свидание. Но опять-таки, есть загвоздка. Он умер во сне. Нацуки в панике. Но немного поплакав в библиотеке, герой пришел в себя.
себя и решил выяснить, где же собака зарыта. Субару в точности повторил все свои действия, но почему-то этот раз отличался от предыдущего. Как минимум в прошлом не было ванны с Розвеллом. А жаль. Также Рам начала обучать нашего недоумка грамоте, так как Нацуки не может прочесть ни слова на языке этого мира. Немного позже Субару вместе с Рэм отправился в деревню при поместье Розвелла за продуктами. Времени он зря не терял и уже присмотрел места для свидания с Эмилией. Он настолько хорош в тайм-менеджменте, что даже успел поиграть с детьми. Без травм не обошлось. Его цапнула местная дворняга. Вечером вместо жестокой красноволосой учительницы пришла Эмилия. Нацуки распереживался, но все-таки смог позвать эльфийку на свидание. И та, на удивление, согласилась. После занятия Субару решил выяснить, что же его убило. Пока он ждал развития событий, ему поплохело. Так что пришлось отправиться искать помощь. Пройдя пару метров, Нацуки услышал лязг цепей и в этот же миг лишился руки. Скопытился. Насчет этого трая не буду долго распинаться. На сей раз. Субару сказал, что будет гостем поместья. Короче, нахлебником. Потусив 3 дня, Нацуки решил покинуть поместье, дабы понять, кто убийца. При помощи цыганских фокусов герою удалось пережить несколько атак Моргенштерном. Это, если что, оружие такое. Теперь ясно, кто же киллер-убийца. Осталось выяснить, чем Субару так насолил Рэм. А делать это он будет при помощи истеричных криков, захлебываясь в слюнях, слезах и соплях. Оказывается, горничная подозревает главного героя в шпионаже и причастности к культу Сателлы, ведь от Нацуки несет ведьмой. Рэм задает Субару пару вопросов, но внятного ответа не получает. На нет и суда нет, так что... Синеволосая добивает достопочтенного гостя. После очередного возрождения Нацуки пытается рассказать о своей силе Эмилии, но сидящая внутри сущность явно против таких мувов. Поэтому Субару просит свою любимую не приближаться к нему. Молодой ведет себя страннее Даши Корейки, и потому каждый житель поместья выделил время, чтобы навестить достопочтенного гостя. Даже Беатрис выползла из библиотеки. Нацуки припоминает ей случай с высасыванием маны и шантажирует Бетти. Мол, он все Паку расскажет, и тогда милый Пушистик на нее обидится. Беатрис дорожит отношениями с собратом и потому соглашается на условия Субару. Она будет личным охранником в день нападения. Все последующее время Нацуки проводит в библиотеке и, как ни странно, переживает точку невозврата. Стоит радоваться, но не тут-то было. Расстроенная Эмилия хватает Субару за руку и ведет в комнату Рэм. Случился прикольный прикол. Рэм умерла из-за проклятия. Обстановка в комнате накаляется. Героя просят рассказать все, что ему известно о произошедшем. Ведь наш болван единственный незнакомец в поместье, от которого вдобавок исходит дрянной ведьминский запашок. А это признак абсолютного зла. Как бы Субару не хотел оправдаться, сделать этого он не может. Ведь тогда темная ручка сделает Бобо. Когда все доходит до точки кипения, главному герою удается сбежать благодаря защите Беатрис, которую никто не отменял. Нацуки ушел так далеко, как только смог, и сразу попытался прыгнуть со скалы, но нашему овощу не хватило смелости. Благо пару часов спустя его нашла Бетти, сказав, что их договор еще в силе, ведь Субару не сказал, на какой срок заключается контракт. Госпожа Дух подбадривает главного героя. Он горюет, что все это время не пытался понять сестер, и в этом вся проблема. Извинившись перед Рам, Субару обещает во всем разобраться и прыгает со скалы. В этот раз Кент подошел основательно. Он понимает, насколько у него мало времени, чтобы завоевать доверие у жителей поместья. Все бы ничего, но задача усложняется каким-то шаманом, наложившим проклятие либо на главного героя, либо на Рэм. Субару пашет в поте лица, в перерывах общается с Эмилией. Из важного, Пак научил Нацуки колдовать магические штуки. Элемент нашего героя – тень, если просто. Кроме дебафов ничего не наколдуешь. За пару дней Субару довел себя до моего обычного состояния. Ему морально больно от всей этой ситуации и своей безнадежности. А лучшее средство против дурных мыслей – работа в поте лица. Все обитатели видят изменения в поведении главного героя, но действительно волноваться за него начала Эмилия, и потому разрешила поплакать у себя на коленях. После такого бесстыдного мува Субару двинул к Бетти, дабы побольше узнать о проклятиях. Условия их наложения – физический контакт. Вот и все сошлось. В тот день, когда умерла Рэм, Нацуки не пошел в деревню. Следовательно, проклинает кто-то из местных. Утром наш овощ предложил горничным пойти за продуктами. И те согласились. Осталось выяснить, кто же шаман. Благо у Субару есть идея – провести радиогимнастику. Сразу после нее все потрогали нашего паренька. Даже псина укусила. Из важного. Розвелл отправился на какую-то серьезную встречу. По приходу домой Нацуки двинул к Беатрис, и та сразу же поняла, что Субару проклят. Благо госпожа Дух быстро расправилась с недугом
Рэм и определила место, где оно было оставлено. Рука, которую цапнул щенок. Герой вспомнил, что с псиной игрались дети в деревне, и потому он попросил помощи у девочек. Рам согласилась оказать помощь нашему герою и отправила Рэм с ним. Придя на место, Субару заметил, что дело тут нечисто. Местный чел сказал, что несколько детей пропало. Следы ведут в лес со всякой нечистью. Нацуки решает во что бы то ни стало спасти детишек, несмотря на предостережение Рэм. Ребятню, конечно, нашли, но не в полном составе. Субару оставил Рэм лечить малых, а сам пошел искать недостающую девочку. Успешно, но на нашего героя нападают зверодемоны. Из полной жопы его спасает Рэм, успевшая вернуть детей жителям деревни. Герои дают по газам, но их настигает магия земли, которой управляет тот самый щенок. Благо, Рэм успела оттолкнуть Субару. После серьезных ранений, милая горничная вошла в берсерк-мод и начала крошить монстров направо и налево. В один момент ее окружили, и Субару закрыл Рэм своим телом. Главного героя знатно пожевали, а вдобавок прокляли. Да так, что даже Беатрис оказалась бессильной. Из новостей. С детьми все хорошо и классно, живы-здоровы. А вот Рэм отправилась искать источник проклятия, дабы спасти жизнь Субару. Узнав об этом, Рэм сразу же бросилась искать свою сестру. Благо, она может это быстро сделать с помощью ясновидения. Вместе с ней пошел и Субару, причем не с пустыми руками, а лутанув ништяков в деревне, в том числе и меч. Поход ребят быстро переходит в беготню от сотни голодных зверюк. Рам осталась без маны и ничего не может сделать. Герои оказываются загнанными в угол. С одной стороны зверодемоны, с другой обезумевшая Рэм. Сестрица подсказала, что если ударить демону в рог, белая горячка должна закончиться. Намек понят, а значит пора действовать безрассудно. Следующая серия начинается с флешбека. В прошлое сестричек. Рам и Рэм демоны, рожденные с одним рогом, что ненормально и отвергается среди их народа. Но девочкам разрешили жить, благодаря невероятным магическим способностям Рам. Красноволосая значительно превосходила Рэм в магической силе, из-за чего синяя грустила и чувствовала себя, как бы сказать, мусором. Рэм тайком завидовала сестре, и когда случилась беда, из-за которой Рам потеряла рог, сестренка обрадовалась, ведь теперь во всем превосходившая Красновласка стала слабее нее. Если кратко, то на деревню напал культ ведьмы и порезал всех сородичей близняшек, а самих сестер спас Розвелл, и девочки в благодарность решили служить своему господину. Кстати, удар Субару помог привести Рэм в адекватное состояние. Она понемногу проникается чувствами главному герою, ведь тот рисковал ради нее жизнью. Нацуки решает отвлечь зверюк своим запахом, чтобы близняшки смогли спастись, но, к сожалению, столь мужественный мув прерывает Розвелл, прилетевший, чтобы устроить резню. Наш олух невредим. Очухавшись в поместье, Субару видит перед собой Рэм. Она благодарна за свое спасение и потому открывается главному герою. Нацуки подбадривает сестренку и говорит, что она не должна во всем подражать Рам. Да и вообще, у нее все отлично получается. Уже вечером Субару зовет Эмилию на свидание и вновь получает положительный ответ. Субару прокачивает харизму, поднимая настроение местным детишкам, чтобы по пути обратно во дворец рассказать Эмилии, насколько он крутой, всем помогает и вообще молодец. Тем временем у ворот уже стоит экипаж. Рам сообщает Эмилии, что карета прибыла из столицы. Посыльный принес весть о скорых выборах. Дипломат и Роузвелл уже ожидают Эмилию в комнате переговоров. Субару не хочет отпускать красавицу одну, негоже ехать без моральной поддержки. Однако дело серьезное, и Эмилия просит не вмешиваться в серьезные дела. Конечно, нашего перца такой ответ не устраивает, поэтому он запасается чаем и обращается за помощью к деду Вильгельму. Попытка подкупа не удалась, старый хрыч живет не первый год, и все эти хитрости знает. Первому встречному ничего говорить не будет, тем более государственно важную информацию. А то, что Субару тусит с Эмилией, ничего не значит. Приятная беседа поколений прерывается не менее приятным персонажем, настоящим мужчиной в самом расцвете сил. Этого красавца зовут Феликс, и он обнюхивает Субару. Карета вместе с котом и дедом уезжают во свояси. По дороге Вильгельм заключает, что чудной пацан из поместья вызывает странное чувство, будто бы Субару уже несколько раз встречался со смертью лицом к лицу. А в это время Нацуки все никак не может найти себе места. По-прежнему бугуртит и молит Эмилию о совместной поездке в столицу. Нет, значит нет. Но ровно до тех пор, пока Рэм не встревает в диалог, чтобы подсобить своему возлюбленному. Мол, что плохого в том, чтобы человек поехал, повидал светское общество. В городе Субару ни на шаг не отходит от Эмилии. Ведь если его оставить без присмотра, то обязательно произойдет что-то ужасное. По пути они неожиданно встречаются с неким рыцарем по имени Юлий, который как самый настоящий джентльмен приветствует кандидата в президенты со всеми почестями, формальностями и поцелуем в руку. Нацуки от таких действий, мягко говоря, в шоке. Термометр ревности зашкаливает, и Юлий, заметив это, решает потроллить мальчугана. Цирк прерывает Эмилия и просит Субару подождать ее где-то в сторонке. Сидя в одиночестве, наш овощ вновь размышляет о своей никчемности. Как вдруг замечает девушку, забежавшую в темный переулок. Оказывается, на бедную даму напали бандиты, те самые первые знакомые Субару. Дабы спасти девочку из лап грабителей, Нацуки решает
притвориться ее суженым. Однако помощь юной мадемуазель вовсе не нужна. Тогда наш герой решает зайти с козырей, продемонстрировав бандитам всю свою боевую мощь. Ну и челы в ужасе сбегают с поля боя. Правда, не от техники оппонента, а потому что за спиной Субару возник Ром. Девчуля снова указывает на то, что помощь ей была не нужна. И вообще, удача прокачана на полную, и все в этом мире играет ей только на руку. Ну и чтобы хоть как-то извиниться за свой гнилой проступок, Нацуки дает девице примирительное яблоко. Во дворце Субару снова разводит сопливую драму, умоляя Эмилию сопроводить ее на собрание, на что получает очередной твердый отказ. Наш ГГ вместо того, чтобы опять киснуть, решает сбежать, воспользовавшись помощью Рэм. В коридоре Нацуки натыкается на Присциллу Бариэль, которую он безуспешно спас от бандитов. Яблоко оказалось вкусным, поэтому девица соглашается помочь молодому пробраться на церемонию. На месте Эмилия замечает своего подопечного и впадает в недоумение. Русским ведь человеческим языком просил остаться во дворце, а он поступил как свинья. Но уже ничего не поделать. Беловолосая даже не может приказать Субару покинуть зал, потому что ее слово здесь ничего не значит. Благо, пока все идет по плану. Оказывается, здесь уже собрались все наши старые знакомые. Рейнхард, с которым Нацуки пытается поговорить, Феликс, который встревает в диалог, прерывая его, и Юли, стоящий где-то в стороне. Шутки в сторону. Начинается церемония. Пожилые хрычи загоняют какие-то политические мысли, разыгрывая спектакль, который нагло и грубо прерывают молодые кандидатки. Весь этот сюр оказывается почвой к появлению пятой драконьей жрицы, которой оказалась Фельд. Драконья жрица – это кандидатка на трон. Рейнхард кладет на ладонь потенциальной жрицы эмблему. Та излучает сияние, которое означает, что драконий камень признал Фельд законную наследницу. И теперь полноценное собрание начинается. Каждая жрица толкает свою предвыборную речь. И, честно говоря, все, кроме Эмилии, звучат просто отвратительно. Одна хочет всех подчинить, другая просто желает заполучить все. Третья пытается объяснить, как работают суды при анкапе. Проще говоря, словесная резня. Под горячую руку попадает Эмилия, которую без того хейтит вся страна. Субару в бешенстве. Кто-то смеет усомниться в объекте его обожания. Не в силах сдержаться, он прилюдно наваливает кринжа. Нацуки искренне считает, что своими словами помогает Эмилии. На деле, ситуация лишь усугубляется. И если раньше Беловласка просто не воспринималась никем всерьез, то теперь на нее смотрят вовсе как на пыль из-под подошвы. Подавленная няшка не придумает ничего лучше, чем просто вывести своего защитничка из зала, пока тот не наломал еще больше дров. Злость, тоска, печаль. Субару сидит на лавке. Рейнхард и Феликс пытаются успокоить молодого. Но тут к компашке подключается Юлий, который вызывает Нацуки на дуэль. Пылкие речи оскорбляют честь и достоинство рыцарского рода. А значит, за гнилой базар пора ответить. На дуэли Субару знатно получает по щам. И единственная причина, по которой копыта еще при владельце, вера в Эмилию. Кстати, ей уже доложили, что между пацанчиками проходит неравная битва. В пылу сражения наш герой пытается кастануть изученную магию. Не получилось, не повезло, не фартануло. Избранница прибегает прямо под конец файта и видит проигравшее тело. Честь рыцарей восторжествовала. Придя в себя, Субару первым делом закрывает все окна и начинает настоящую баню по отношению к Эмилии. Говорит, что он все делал только ради нее. Вообще, если бы не она была не она, то он был бы не он. Принцесса такой духоты не выдерживает и срывается на парня с безумными криками. В общем, Эмилия уходит, а Субару, так и не доказав свою преданность, впадает в третью тотальную депрессию. Нацуки все не может смириться с тем, что потерял последнюю крупицу доверия своей ненаглядной и пытается забыться в уроках фехтования с Вильгельмом. Боль в сердце пытается сгладить Рэм, которая заботится о своем ненаглядном, ведь ей плевать на поражение в дуэли. Грубая сила в мужчине не главное. Мяу. Одной ночью Субару встречает принцесса Круж, которая предлагает парню побеседовать за бокалом воды. Душещипательную беседу о нелегкой житухе прерывает Феликс. Гоша Кан. Подводя итог, Круж просит Нацуки не отчаиваться и поддерживать Эмилию, ведь она может быть достойным соперником на выборах. А чем сложнее в политике, тем интереснее. Феликс замечает, что для этого Субарику с Эмочкой обязательно нужно помириться. Следующий день начинается с неприятной новости. Рэм сообщает о странном явлении, которое почувствовала ее сестрица. Нацуки сразу же собирается отправиться на помощь к Эмилии. Круж предупреждает, что как только молодой переступит порог замка, станет для нее врагом, а о продолжении лечения и речи быть не может. Масло в огонь подливает Феликс, который замечает, что уйти сейчас поступок не по понятиям. Но Субару плевать, у него только одна цель – защитить Эмилию. Дорога займет 2 дня, и к несчастью, им придется на половине пути сделать привал. В средневековом мотеле Рэм приходит к Субару. Прижавшись к нему, синеволосый использует лечение, после чего Нацуки благополучно засыпает. Проснувшись, наш Кент не обнаруживает Рэм рядом. Как оказалось, ночью она сбежала, оставив письмо. Мол, лоу-скиллу в поместье делать нечего, там сейчас опасно. Но как мы знаем,
Субару останавливают лишь смерть и чекпоинты. Так что он находит способ добраться до пункта назначения, где кто-то уже успел устроить резню. Все деревенские трупы. И Рэм, и Рам вместе с ними. Тело Эмилии пока не видно. К сожалению, узнать, что с ней стало, не выйдет. Ведь спустившись в странный подвал, Субару в буквальном смысле простыл. Заморозился и сломался. Очнувшись, Нацуки, увидев снова живую Рэм, расплакался и сошел с ума. Ни слова связать не может, лишь имена под нос бормочет и что-то про цифры, нули, семерки, единицы. Рэм решает вернуть Субару во дворец. Там лица знакомые. Вдруг полегчает. По пути домой Синевласка чувствует, что с сестрицей случилась беда. И в этот же момент на карету нападает культ ведьмы. Нашего героя связали, а с Рэм развязали драку. Очнувшись, Нацуки узрел перед собой не то рыбу, не то мясо. Больного на голову шиза Бетельгейза. Он кривляется, творит всякое непристойное, ведет себя не по-людски. Как вдруг из темноты появляется Рэм, которая пришла спасти своего любимого. Субару перевел на нее взгляд и увидел перед глазами повисшее в воздухе тело. На последнем издыхании, благодаря сценарному чуду, Рэм подползла к Субару, сломала цепи и попросила его не умирать. И, умерла сама. Собрав в кулак последние силы, наш полуживой герой поднимает на руки тело Синевласки и просто несет ее под грустный саунд, куда глаза глядят. Добравшись до поместья, Нацуки поднимает голову. Огромные желтые зрачки глядят на него. Поразительная живописная картина, от которой можно и голову потерять. Очнувшись, Субару с огнем в глазах сразу же идет за помощью. Было бы к кому. Круш решила, что Субару ей нагло врет насчет нападения культа ведьмы. Другая жрица, Присцилла, заставила Субару за одолжение облизать ее ногу, а в кульминационный момент пнула его и приказала убрать мусор из замка. Ну а последняя жрица, Хошин, всю беседу манипулировала и, заполучив вдоволь полезной информации, также культурно отказалась помогать. Субару понимает, что в этом мире ноль помощи. Единственный, кто хоть как-то серьезно отнеслись к проблеме, обычные работяги. Ребята сразу выдвигаются на задание и рассказывают Нацуки о том, что по пути смогут встретить гигантское древо флюгеля. Беседа, конечно, интересная, но куда интереснее то, что Субару заметил пропажу одного из членов группы, который все время ехал рядом. Нацуки осматривается, но темно ведь, туман, не видно низги. Наш ГГ вспоминает про существование телефона и фонарика в нем. Благо теперь светло и сразу стал виден огромный глаз размером с повозку. Оказывается, за нашими ребятами увязался белый кит, опасное существо, убившее первого мастера-мечника. Рэм понимает, насколько опасна животина, поэтому решает спасти Субару. Жертва оказалась напрасной. Кит продолжил гнаться за повозкой, в которой был Нацуки. Смекалку в напряженной ситуации проявляет возничий, который сбрасывает нашего овоща с повозки, считая, что тем самым сможет избавиться от преследования. Субару валяется пораженный, но не сломленный. Кит исчез. И теперь наш друг может продолжить путь к дому. По счастливой случайности, полумертвого героя подбирает повозка, которая довозит его до деревни. Рам говорит очнувшемуся Субару, что он получил множество травм, хотя большая часть уже вылечена. После чего Нацуки раскаивается, рассказывает о смерти Рэм и о том, как ему жаль. Однако красноволосая в недоумении останавливает пламенные речи Субару и спрашивает, а кто такая Рэм? Молодой оцепенел. Просит перестать так ужасно шутить, но Рам максимально серьезно. Субару пытается найти доказательства существования Рэм, но их нет. В отчаянии Нацуки отправляется к Эмилии, который снова пытается объяснить, что он бессмертный. И вот когда тайна почти раскрыта, у Субару что-то кольнуло в груди. Какое-то странное чувство. Тем временем Эмилия просто упала и умерла. Пятая Великая депрессия. Вечером в комнату заходит Беатрис и отправляет Субару с Эмилией подальше от дворца. По счастливому стечению обстоятельств путешественников находит культ ведьмы. Бетельгейзе собирается пытать мертвое тело Эмилии, но его останавливает Пак. Дух уничтожает сначала всех сторонников культа, а потом принимается за Бетельгейза. С врагами было покончено. Пак говорит Субару, что тот нарушил 3 правила, связанных с Эмилией. И самое главное, он дал ей умереть. Поэтому теперь Пак готов уничтожить весь мир. Естественно, нашего овоща в том числе. Субару совсем все насточертело, и он предлагает Рэм уехать. Она не до конца понимает, что происходит, и откуда такое резкое желание сбежать. В качестве инструмента для убеждения Нацуки использует старый добрый тотальный кринж. Слезы, сопли, слюни, гадость. И тут у Рэм начинается полет фантазии об их совместной жизни и планах на будущее. Работа, свадьба, бизнес, дети, внуки, смерть. Ну и вишенка на торте. Я, говорит, люблю тебя. А что Субару? Понятно, что Субару любит Эмилию, поэтому просит Рэм помочь ему еще раз. Слезы, сопли, слюни, но ничего не поделаешь. Придется помогать своему ненаглядному. Теперь с новыми силами и разбитым сердцем Рэм, Субару смог уговорить Круш на очень важную сделку. И еще и Хошин приплел к сговору. Нацуки предложил всем объединиться и уничтожить белого кита. Конечно, все согласились, ведь животина уже давно кошмарит всю страну. Все хотят возмездия. Субару с бесчисленным отрядом солдат направились к великому древу,
королеву. Нацуки позаботился поставить будильник на момент, когда появится рыбка. Ночью, перед сражением, молодой общается с дедом. Вильгельм благодарит Субару за возможность уничтожить белого кита, который в свое время захавал жену рыцаря. Час пробил. На горизонте появился кит. Субару и Рэм, как угорелые, полетели в атаку. Увидев это, Круш, как и было задумано, приказала своим воинам отправиться в бой. По рыбе не стреляют со всех орудий, и на вечеринку врывается мечник Вильгельм, который ждал этого момента 14 лет. Он в соло вносит кучу импакта и режет кита прямо как настоящий мясник. Видно, человек, готовился. После деда на кита обвалилась магическая атака, но все замечают, что дамага этот зверь получает не шибко много, и он до сих пор в состоянии парить. Спустя мгновение кит переходит в следующую стадию, и теперь все стало ох как весело. Субару понимает, что туман белого кита как-то действует на память, поэтому нужно быть еще осторожнее. Но это только цветочки. Кит пускает настоящую ультразвуковую гадзу, которая, кстати, почему-то не действует на Нацуки и еще пару человек. Теперь самое главное — это отвести белого кита от большинства людей. Наш бесполезный ГГ оказывается вполне себе годной приманкой. Рыбка клюнула на наживку, и для магов открылось очередное окно дамага. Кит наконец ослаб. Правда, это еще не конец. Вильгельма накрывает очередной флешбэк о приятных деньках с супругой. Очнулся дед уже в пасти парящего гада. Тем временем на небе проявляются еще два силуэта. Выходит, целый косяк привалил. Отличный улов. Битва продолжается. Боеспособных рыболовов все меньше и меньше. В сознании остались только высшие чины и командиры. Все остальные уже скисли и откисли. Но даже так чудом удается заарканить как минимум одного кита и даже спасти Вильгельма из желудка чудовища. Наконец, Субару снова подмечает одну деталь. На самом деле в битве до сих пор участвует только один кит. Все остальные это иллюзии. Самое главное — уничтожить основного белого кита. Тогда и другие копии исчезнут. План ясен. Осталось только победить минус мораль, в которой прибывает батальон, чем и занимается Круш. Боевой дух восстановлен, живчики снова в строю. Рэм отправляет Субару прямиком на верхнего кита. И после Нацуки, использовав свою силу, навонял так, что Жирнич просто не смог его больше игнорировать. Таким образом, люди смогли заманить гиганта в ловушку. Силы пиплов, фурей и магов одолели белого кита. Победа. Многие даже умудрились выжить. Субару после боя стоит и фотографирует закат. К нему подходит Круш, которая присваивает богатый рыбный улов именно Нацуки, который никак не ожидал такого развития событий. Теперь Круш станет другом для нашего друга. Вот это уже настоящая победа. Реально, то, ради чего стоило положить жизни стольких солдат. Даже дед преклонил свое колено, признав Нацуки настоящего мужа. И на том, как говорится, спасибо. Все обмениваются любезностями, радуются. И про Рэм не забыли. Субару уверенно подошел, взял за руку и обнял Демонессу. Она от такого исхода даже слезу пустила. У Субару осталась еще одна преграда спокойной жизни. Культ последователей ведьмы. Нацуки, как почетный воин, заборовший кита, собирает отряд элитных бойцов и растолковывает им план. Все поняли. Осталось только нигде не ошибиться. Субару опять взял роль приманки и направился в логово культа. Бетельгейзе в своей чокнутой манере приветствует гостя. Нацуки на чили разыгрывает этого психбольного и благодаря способности видеть ведьминскую незримую длань уворачивается от атак архиепископа. Финальный удар наносит Вильгельм. Бетельгейзе готов. И в качестве трофея Субару забирает священное описание оккультистов. Но это еще не конец. Осталось 9 последователей, с которыми проблем быть не должно. Однако на лагерь воинов неожиданно нападает еще один культист. По сути, женская копия Бетельгейзе, расправиться с которой также не составляет труда. Финальный штрих снова за дедом. После победы над частью врагов отряд отправляется в деревню, ведь нужно эвакуировать всех селян и окончательно зачистить местность от последователей ведьмы. Субару, поняв, что старые обиды нужно оставить позади, решает обратиться к Юлию, предложив мир, дружбу и, возможно, жвачку. Но не тут-то было. Наш герой попадает под влияние некой иллюзии. Субару почти сразу понимает, что к чему, и с помощью духа приходит в себя. Но, как оказывается, под влияние чар попал весь караван, а выбраться смогли лишь Нацуки и Юлей. Благо рыцарь не лыком шитый и, применив магические приколы, развеивает иллюзию вообще со всех. Ни секунды покоя. Откуда ни возьмись, на Субару нападает Рам, удар которой вовремя успевает блокировать Вильгельм. Красноволосая в ярости, потому что Субару с какого-то лешего объявил поместью Розвелла войну. Все дело в пустом письме, которое пришло накануне. Оказывается, в этом мире послание без букв – прямое оскорбление, которое можно считать за открытие вражды. Однако Субару все быстро объясняет и ставит Рам на свою сторону. Отныне можно приступать к эвакуации селян. Только вот есть одна проблема. Когда
Когда Субару приказал всем уезжать и прятаться, ему никто не поверил. И все беды снова начали связывать с полукровкой Эмилией. Настал звездный час Рам. Ей удается убедить деревенщин, что сейчас лучше реально свалить, независимо от того, кто, когда и как виноват в происходящем. Пока идут сборы, Субару гуляет мимо повозок, в одной из которых натыкается на Феликса. Интимную беседу прерывает подошедший торговец, который отвешивает гнилые шутки в сторону товарищей, за что кошка-мальчик непременно отвешивает барыги леща. Неожиданно торговец оказывается последователем ведьмы и взрывается. К счастью, Феликс в команде с Субару, иначе были бы проблемы. Друзья живы-здоровы, но в деревне начался балаган. Последователи ведьмы сражаются с селянами и рыцарями, а Нацуки в одиночку смог забрать одного культиста, переиграв его в интеллекте. Немного погодя, в бой врывается сама Эмилия, которая при всех разделывается с еще одним культистом. Казалось бы, лучшей ситуации для разговора и быть не может, поэтому кошка-мальчик подталкивает Субару сделать первый шаг к возлюбленной. Но первый шаг уводит в сторону леса. В погоню за ошалелом отправляются Феликс и Юлий. Дело оказывается вот в чем. Субару стал сосудом для души культиста, и выходит, единственный выход – убить тело. Придя в сознание, Субару появляется на новой точке сохранения. Смекнув, что произошло, он сразу же расспрашивает про культистов и их способности. Тем временем в поместье к Эмилии прибывает Вильгельм и Рам с просьбой эвакуировать селян. Принцесса, конечно, согласна, ведь жизни людей превыше всего. Нацуки, напяливший балахон, считая, что его так никто не узнает, торопит и подгоняет всех. Предпоследняя повозка отправляется в путь. Остались только несколько детей и Эмилия. Значит, их будут везти в одной телеге. Беловласка переживает, что никто не захочет с ней ехать, но Субару с детьми доказывает обратное. После спасения всех мирных жителей начинается масштабная операция по уничтожению Бетельгейза. Сначала нужно выяснить точные координаты и все тайминги врага. Дальше убить все сосуды культиста. И под конец окончательно поделить на ноль архиепископа. Субару снова включает свое актерское мастерство и переигрывает психопата. Шиза загоняют в специально отведенное под битву место, где своего выхода на сцену уже ждет Юлий. Бетельгейза не устраивает, что его обвили вокруг пальца, поэтому он использует все свои скиллы на полную мощь. Но сколько на луну него и волком все равно не стать. Юлий и Субару используют клевую технику. Один видит все, что видит другой. Но наш герой-то видит незримую длань, понимаете, да? И вот, когда сыгранность пацанов достигла 100%, Юлий нанес финальный удар. Но Трабл подкрался незаметно, и Бетельгейзе вселился в Нацуки, где на радость обнаружил ведьму, которая решила выкинуть приспешника из тела Субару. Бетельгейзе ничего не понял и помер. Юлий сообщает Субару, что им нужно срочно вернуться обратно. Оказывается, в повозке с детьми и Эмилией находится бомба. Помочь спасти ребят вызывается жесткий гонщик и дрифтер, которого уже убивали пару раз. Свой человек, как говорится. Но даже большая скорость не помогает скрыться от останков Бетельгейзе. Нацуки успокаивает другана и просит продолжать набирать скорость. Субару отбивается всем, что попадается под руку, а потом решает скосплеить приколдесную атаку из другого аниме. В итоге наш герой победил. Пора ехать спасать Эмилию. Нацуки на всей скорости влетает в повозку, достает бомбы, признается в любви Эмилии и тут же дает по газам. Бомбы-то вот-вот взорвутся. Ну все, груз детонировал, благо на безопасном расстоянии. Субару, очнувшись уже хрен знает где, когда и в какой раз, видит перед глазами Эмилию. Самое время посмотреть вдаль и поговорить о жизни. Нацуки изливает душу о том, что хочет помогать возлюбленной и вообще готов ее защищать до конца жизни. А все потому, что любовь, она такая. Вот так Эмилию раньше все презирали за то, что она полукровка, а тут чел в любви признается. И не абы кто, а победитель Белого Кита и архиепископа культа ведьмы. От такого расклада Беловласка аж потеряла дар речи. А раз так, то не грех и расплакаться. Если вы думаете, что это все, то я так не думаю. К Эмилии всегда так погано относились, потому что она похожа на ведьму зависти Сателлу, которая по приколу убила множество невинных людей, при этом почти разрушив половину мира. Несмотря на усилия многих, Сателлу так и не удалось убить. Вместо этого ее запечатали. Я бы вам еще про Ову рассказал и про Пака, но думаю, что 17 страниц сценария как-то, многовато.